В истории Османской империи был султан Мурад. Он сын султана Ахмеда и Кюсем. Мурад стал правителем слишком рано, ему было всего 11 лет. Потому в его истории управления империей первые годы власти принадлежали Кюсем-султан, которая управляла государством на правах регента. Так продолжалось целых 9 лет, пока Мурад не принял решение взять власть в свои руки. К тому времени Османская империя погрузилась в хаос. Внутренние восстания и внешние враги привели страну к тому, что остановить трагический сценарий мог только очень жестокий султан. Мурад стал таким падишахом, который оценивается историками как самый тираничный и кровожадный повелитель. В эпоху его правления были приняты самые жестокие законы, которые порой доходили до абсурда, и под страхом казни оставались все те, кто даже просто неправильно дышал. Нельзя пить вино и кофе, нельзя ходить по городу по ночам, нельзя курить табак и кататься с женщинами на лодках и так далее. Вместе с тем Мурад отчаянно боролся с коррупцией, методами, которые пользовалась власть султана для поимки тех, кто нарушал законы, были порой очень хитрыми и изощренными. В истории известны доподлинные факты о том, что Мурад часто переодевался в нищего и ходил по городу в поисках тех, кто не соблюдает его указы и правила. Об одном таком случае поведал турецкий историк на страницах своего интернет-дневника. В один из дней, когда Мурад принимал у себя жалобы от народа, к нему пришли 4 человека и пожаловались на офицера султанской армии. Они рассказали, что офицер тот брал взятки у людей и обворовывал торговцев. Тогда султан приказал одному из своих приближенных подданных все разузнать и поймать офицера с поличным, чтобы привлечь к ответственности. Прошло несколько дней, и подданный пришел к султану, чтобы доложить о ходе исполнения его поручения. Он сказал, что очень долго следил за офицером, но никаких нарушений не нашел. «Мой султан», — сказал он, — «возможно, люди ошибаются. Я не нашел никаких признаков того, что офицер, на которого жаловались, брал взятки». Мурад в ответ нахмурился и сказал поверенному, что его народ свят и в таких вопросах не ошибается. Затем султан приказал привести к нему офицера-взяточника, а когда тот пришел, правитель поставил перед ним следующую задачу. «Вот тебе мешочек с золотом. Завтра на утренней молитве ты должен пойти в собор Святой Софии, там у лампы на входе будет сидеть нищий бродяга. Отдай ему этот мешок золота». На утро офицер пришел в собор и увидел там нищего, протянул ему мешок золота со словами: «Это золото от нашего султана, молись за него, чтобы он жил долго». В этот же день офицера-взяточника доставили под конвоем султану. Повелитель судил офицера и приказал его казнить. Обосновывая причины такого приговора, султан сказал: «Я положил в мешок с золотом 50 золотых, а ты отдал нищему только 5. Ты присвоил себе 45 золотых, утаив их в свой карман». Когда офицер был казнен, поверенный, который должен был следить за взяточником, спросил у султана, как он узнал, что офицер отдал нищему только 5 монет золота. Мурад слегка улыбнулся и сказал: «Я был тем нищим в мечети». Вот такими методами справедливости иногда пользовался султан Мурад Османской империи.